Всем привет! Значит, по названию ролика вы уже поняли, о чем пойдет речь. Значит, маленькая предыстория. Пробил я камеру гвоздем очень так сильно, заклеил, все равно отпали латки, их там было 5 или 6, я уже не помню. Ни у кого не было камеры под запасной, поэтому поехал я домой на спущенном колесе. Естественно, после того, как я проехал на спущенном колесе, нужно проверить все спицы, биение колеса. Проще всего это сделать на вот таком вот специальном стенде. Я вам не буду рассказывать прям подробности, как регулировать, потому что, наверное, все это прекрасно знают. То есть, если нам нужно подтянуть сюда, в эту сторону, то мы тянем вот эти спицы. И наоборот же, если биение идет сюда и нужно подтянуть, то тянем вот эти, которые с противоположной стороны. Но бывает такое, да, довольно-таки часто, у любителей эндуро, которые катаются по грязи, там, я не знаю, по болотам, забивается резьба и спица прокручивается. И как вот сделать так, чтобы спицу в этом месте, резьбу раскрутить? Или наоборот, ну, скажем, сорвать ее по резьбе. Естественно, это видео больше касается тех случаев, когда одета колесо на колесо покрышка с камерой, то есть там не греть нельзя, ничего. Ну, в моем случае я просто уже разбортировал, так как и так было спущено колесо. Но будем считать то, что тут, допустим, есть уже, стоит колесо с камерой. Греть нельзя. Я пересмотрел кучу видео, пересмотрел все, значит, ничего не работает нормально, толково. Там есть какие-то видео, что там надо одним ключом сжимать вот этими там специальными вот этим геббельсами, или как они, извините за выражение, называются, разводным ключом. Значит, все это фигня. Я долго думал, как выйти с положения, чтобы ничего не греть, не ломать, не крутить. И нашел способ. Сейчас я вам его покажу. Значит, сделал я вот такое приспособление. Идея такова. Значит, сама спица круглая, ее невозможно зафиксировать ничем адекватно, чтобы ее не повредить. И я придумал вот такое приспособление, которое фиксирует саму спицу вот этим вот рукояткой об соседнюю спицу, то есть прекращает вращение. Тут болтами все поджато. И здесь потом просто кручу, подтягиваю ниппель. Не нужно ничего заливать там, я не знаю, там какими-нибудь ВДшками. Ну, главное не перестараться, потому что держит хорошо и можно сорвать спицу. Сейчас я разберу и покажу идею. Идея вообще просто примитивная. Каждый может такое себе сделать в гараже, и оно будет у вас лежать. Кушать она не просит. Раз вот надо, там достали, попользовались. Чаще надо, чаще попользовались. У кого есть руки, кто умеет пользоваться болгаркой и дрелью, он это сделает за час. Значит, конструктив этой приспособлены такой. Ничего сложного. Так мы ее разбираем. И мы тут видим, что вот такой вот пропил. Как раз под нашу спицу. То есть мы спицу фиксируем вот прямо вот здесь, вот так вот по этому вот пропилу. Пропил можно сделать болгаркой. Абсолютно. Значит, изначально я вообще, когда придумывал, вот такая вот была у меня балабуха, но она очень неудобная, сами понимаете. А это уже такая вот маленькая получилась. И она работает. 3 болта, десятки. Металл толщиной 10 мм, размер 45-40 на 65. Вот так вот ставим. В этой части просверленная и нарезана резьба. То есть вот так вот просто мы ее фиксируем, зажимаем и все. Никаких проблем нет. Спицы расходятся. Да, единственное, что надо, конечно, это все позакручивать. Ну, оно рабочее и не вандальное. Так что, ребята, дерзайте. Я у вас уверен, вы такое себе сделаете.